Иерусалим, собор 49 года новой эры. Апостолы получили великое откровение о восстановлении скинии Давидовой, падшей. Бог, верный своему слову, созидает общину, где в любви и полноте пребывают ученики Иисуса евреи, исполняющие закон, и уверовавшие из народов. Скоро в теле Мессии возникает серьезная проблема между братьями, иудеями и учениками из язычников. Об этом писал и Павел. «А ты, дикая маслина, не превозносись и». Братья, не хочу оставить вас в неведении, чтобы вы не мечтали о себе. В послании к церкви, книге Откровения, Бог уличает церковь из язычников в разрыве отношений с Экклесией из обрезанных. «Но имею против тебя, ты оставил первую любовь твою». О какой любви говорит здесь Дух? Мессия говорит о любви к Богу и любви к брату, ближнему. На сих двух заповедях утверждены закон и пророки. Ключ к пониманию находим в именах Всевышнего. Каждое провозглашенное в священных писаниях имя Бога не случайно. Оно раскрывает суть того, что намерен совершить Творец. В начале книги Откровений Бог провозглашает свои имена, которые суть одно и выражают совершение всего. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, Вседержитель, Господь, который есть и был и грядет». 7 раз Бог называет себя и тем провозглашает полноту. Число 7 – это не количество, а глубокий библейский символ. Число 7, многократно упомянутое, также указывает на полноту. 7-й день, день Господень, 7 звезд, 7 светильников, 7 духов, 7 церквей – это число в еврейской традиции, символ полноты и совершенства. Послание к церкви Бог предваряет именем этого же ряда, держащий 7 звезд десницы своей и ходящий посреди 7 золотых светильников. Держащий 7 звезд – тот, кто властвует над всем. Это послание ко всей Вселенской Церкви. Ходящий посреди 7 золотых светильников – это полнота Церкви, в которой обитает Господь. Ключ к пониманию претензий Бога к своей церкви – имя Всевышнего, несущее в себе полноту и совершение всего. «Но имею против тебя, ты оставил первую любовь твою». Здесь Бог заявляет об утрате Божьей гармонии и полноты в церкви. Это был небесный дар Экклесии. Бог излил любовь между братьями. Еще вчера ненавидящие евреев соседи-язычники сегодня воспылали любовью к своим братьям-иудеям. Они собирают обильные пожертвования для святых в Иерусалиме. Но ты оставил любовь к брату твоему, иудею, тому, кто принес тебе свет Евангелия, познание истины, жизнь вечную. Ты отринул, изгнал его. В этом смысл обвинений церкви. Не случайно первым из 7 посланий Бог обращается с таким обличением. Он подчеркивает важность проблемы. Целостность – это основа развития и процветания общины Божьей. Полнота наполняющего все во всем. Как можем знать, что речь именно о любви к брату? Подтверждение этому – свидетельство самого Господа. «Знаю дела твои», то есть я свидетель. Ты любишь меня, ты доказал это своими делами, и во имя мое претерпевал многое. Переносить трудности с терпением, неустанно трудиться во имя Господа можно только творя дела веры и любя Бога. Из любви к Богу и во имя Его Церковь творила многие дела. Также и Златоуст, и Мартин Лютер искренне любили Господа. Нет сомнений в том, что они много потрудились и пострадали ради имени Всевышнего, и, думаю, любили Его всем своим сердцем и разумением, но при этом были убежденными антисемитами, то есть искренне ненавидели своих братьев-иудеев и не понимали их призвания. Первая любовь из народов сменилась ненавистью. Благодарность и почтение превозношением и завистью к еврейским братьям. Ветви отторгли дерево, к которому они привиты.
Поэтому Бог настаивает на том, чтобы уверовавшие из народов вернулись к той ступени, до которой некогда возвысил их Творец, когда они приняли простертую братскую руку, в которой хлеб жизни. Вот путь исправления и восстановления полноты Божьей в церкви. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если нет, сдвину светильник твой. Бог намерен восстановить скинию Давида. Он настаивает на покаянии церкви, то есть на изменении образа мыслей и отношения ее к призванию Израиля и братьям иудеям. Об этом говорит Иисус и в Евангелии от Матфея. Если придешь поклониться Господу и вспомнишь, что брат твой имеет что против тебя, отложи дар свой и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой, мирись с соперником твоим скорее, чтобы он не отдал тебя судье. Сегодня по всему лицу земли Бог вкладывает в сердца отдельных верующих и церквей сверхъестественную любовь к Израилю. Это возвращение к первой любви, исполнение написанного в книге Откровения и пророков.